Привет всем тем, кто не спит, а смотрит это видео. В общем, давно хотел об этом рассказать, но как-то вот все время забывал, думал потом. А есть, оказывается, все-таки два таких, можно сказать, недостатка или недоработок Samsung Galaxy A50, которые для кого-то, может быть, будут играть важную роль и повлияет на решение, купить его или нет. Так вот, первое из них и самое такое интересное, то, что вы, наверное, поняли в названии, это то, что у меня в ходе эксплуатации было обнаружено. Посмотрите вот возле кнопки. Видите, где у нас кнопочки находятся? И вот вы видите, что и телефон идет не ровно, а он как бы с изгибом. Я сейчас максимально попытаюсь его покрутить и повертеть, чтобы всем было понятно. Это как бы через камеру не так хорошо видно, но если поставить телефон перед собой, закрыть один глаз, даже можете, когда смотрите видео, один глаз закрыть. Мне лично на камере лучше видно, когда закрываю один глаз. Я не знаю, что это такое, он просто, получается, как бы вот в этом месте согнулся. Причем я его, да, носил без чехла очень долго, сейчас я уже ношу чехол. И как бы, может быть, он в кармане как-то согнулся. Ребят, я не знаю, видно вам или нет, он, да, немножко согнулся. Ну, видно, что согнутый. То есть, для наглядности я решил взять коробочку. Вот. И таким вот образом прислонить телефон к коробке. Вот мы видим, что он не на камере здесь. То есть, я ее ложу. Он не на камере, прикасается угол верхний. И нижний угол у нас тоже прикасается. А посередине вот у нас что остается. То есть у нас там посередине ветер гуляет. Да? Казалось бы, так не должно быть, в принципе. Даже не казалось бы, а на самом деле так не должно быть. Если честно, вот после того, как я это заметил, то мне немножко телефон меньше стал нравиться. Причем не знаю почему, на подсознательном уровне теперь я и так, когда вижу телефон, когда смотрю на него, то я как будто вижу, что он согнулся, то есть ну, восприятие уже изменилось. То есть теперь мне всегда кажется, что он изогнутый. То есть если раньше этого было не видно, кстати, возможно, те, кто посмотрит это видео, а потом проверит на своем телефоне, тоже это заметят, и потом у вас немножко может измениться впечатление. Напишите, кстати, в комментариях, может, это просто у меня такой аппарат, может, у кого-то нет. Но мне кажется, дело в том, что слабый пластик, и из-за этого он у нас со временем согнулся. И еще столкнулся я с такой проблемой. Мне не очень нравится, как реализована решетка разговорного динамика. То есть она углублена, во-первых, довольно-таки глубоко, для того, чтобы собирать всю пыль и грязь вокруг себя. И вот есть такой момент, я захотел ее почистить, да. Взял обычную зубочисточку, намотал немножко ваты на нее, пшикнул немного спирта и начал юлозить. Юлозить, то есть я чистил этот динамик. Я вам не смогу его показать, просто потому что не будет видно на камеру. Я пытался перед этим, тренировался, не получалось. И как-то так получилось, что вроде как я не сильно давил, но продавился все-таки. У меня теперь есть небольшое отверстие вот здесь в углу решетки разговорного динамика. То есть у меня продавился этот пластик. То есть у него проблема в том, что он, во-первых, тонкий сам, ненадежная конструкция этой решеточки, она из пластика. А во-вторых, он углублен очень сильно, то есть и это затрудняет его чистку. То есть, если бы он был бы на уровне с экраном, там, как делают сейчас в последнее время почти все, и даже Samsung, то он бы как бы, ну, чистился бы сам, когда в карман положишь еще что-то, он как бы чистится, да и почистить его намного проще, да. А здесь приходится чем-то острым выковыривать, получается, эту пыль, а она собирается, поверьте. Пользуюсь телефоном больше полугода и собирается здесь пыль. У кого есть эти смартфоны, подтвердят, что там собирается такое достаточное количество, скажем, неприятной пыли, которая бросается в глаза. Ну так вот, будете как-то чистить, если... Имейте в виду, что зубочисткой, если будете ее чистить, давите прям мега аккуратно, потому что продавите, и потом вам будет на это смотреть не совсем приятно.
В общем, это два таких минуса, их много нет в этом аппарате за его цену. Но это два таких минуса, про которых я давно хотел сказать и все время забывал. У нас, кстати, да, экран работает, все просто, он немного согнулся. То есть еще раз сейчас попытаюсь вам показать. То есть вот есть вот изогнутость. Вот, ну, тяжело на камеру, конечно же, показывать такие моменты. Особенно, когда она не фокусируется. Вот так. Так, надо мне срочно подставку новую для телефона придумать. Потому что только я прикоснусь к ней, и телефон у меня шатается. Вот. Видно же, да? Видно, что в этой части есть изогнутость. То есть он идет вот так. Я понимаю, что это на работу не влияет, это не портит, в принципе, телефон. Но единственное, что есть момент такой, что вдруг еще согнется. Потом будет как бублик со стола перекатываться. Вот такой вот момент, ребята. Как бы, в принципе, к этому телефону я очень хорошо отношусь. Довольно-таки теплые у меня к нему чувства. Но вот такой момент есть, то есть что он согнулся. То есть видно, что эта рамка, она идет вообще какая-то кривая. Вот так, в общем, ребята, всем спасибо, всем пока, ставим лайки, обязательно подписываемся и колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. До встречи.